Здравствуйте, друзья! В этом видео я постарался собрать ответы на вопросы, которые возникают у людей, которые только начинают знакомиться с Home Assistant и Hasio. И здесь я постараюсь максимально подробно рассказать про настройку очень удобных и применимых аддонов, таких как конфигуратор, Mosquito Broker, база данных MariaDB и ESP Home. Действие этого видео начинается с того момента, когда Hasio уже установлен. Видите, что никаких настроек абсолютно не сделано, нет ни одного сенсора, кроме самых штатных, это сенсор апдейтер, который показывает наличие новой версии. Это пользователь, это состояние солнца и погода, это штатные сенсоры. В отличие от моего видео годичной давности, где после установки сразу уже было видно большое количество различных датчиков, светильников, сейчас после установки Hasio ничего этого нет, все нужно настраивать вручную. Напомню, что сама установка операционной системы и все настройки показаны в видео этом Raspberry Pi 3B+ пошаговая установка, где я прям по шагам показываю, что зачем. Ссылка и на это видео, и на этот файлик будет в описании под этим видео тоже. Единственное, что я вам хочу сказать, что моменты с установками Mosquito, вот я выделил желтым, и ESP Home я уже не рекомендую ставить вот в систему, как я показывал в том видео, а ставить лучше аддоном в Hasio. И в этом видео я как раз расскажу про аддоны. То есть вот эти моменты, которые здесь выделены желтым, Mosquito и ESP Home, просто пропускаем. Дальше все эти команды, все это абсолютно актуально. Это видео совершенно актуально, я не вижу смысла его повторять, я его снимал пару месяцев назад, вот 26 августа. Поэтому здесь все актуально, кроме установки Mosquito и ESP Home. Я сейчас переехал в аддоны. Итак, возвращаемся к нашему свежеустановленному Home Assistant, который находится в докере при помощи Hasio. Hasio позволяет нам ставить большое количество приложений в виде аддонов. И с чего мы будем начинать? Давайте сразу буду отвечать на часто задаваемые вопросы. Один из вопросов заключается в том, что я показываю проверку конфигурации, а этой проверки, если зайти в режим настройки сервер, нет. Куда же она пропала? Все очень просто. Надо перейти слева внизу вот на ваше имя пользователя, ваш профиль. Вот он пишет настройки вашего профиля. И здесь поставить вот это вот, включить расширенный режим. Поставить вот этот переключатель. После этого появляется проверка конфигурации, возможности перезагрузки. Это наиболее часто задаваемый вопрос в начале, показываю, как его решать. Дальше, аддоны. Вот у нас, раз мы поставили Hasio, имеется специальная здесь вкладочка в меню Hasio. Здесь у нас дашборд. Здесь будет у нас, когда приходить обновление, именно здесь будет показываться, что есть обновление. Здесь у нас снимки системы, это бэкапы, про них у меня тоже есть отдельное видео. Я на всякий случай тоже оставлю ссылку в описании про бэкапы, как делать. И здесь у нас есть магазин аддонов, эдакий Play Market, или в Apple, как он называется, тоже Apple Market. Отсюда мы будем ставить наши приложения. И начнем с конфигуратора. Вот конфигуратор. Ставим. Это занимает некоторое время. Вот он поставился, и можно его стартануть. Для того, чтобы нам было удобно его вызывать, есть специальная галочка. Показывать в слайд-баре. Хоп, вот он появился. Теперь, нажав сюда, мы попадаем в конфигуратор. Вот у нас практически голый чистый configuration YAML файлик, такой как он выглядит после установки системы. Что у нас есть интересного? После каких-либо изменений в этом файлике, даже просто я нажал 2 раза Enter, у нас загорается вот здесь окошко Save, которое разрешает нам его сохранить. Этот конфигуратор, кроме того, что это удобный текстовый редактор, он еще и проверяет на некоторые ошибки. Если тут написать какую-то бред, вот какие-то буквочки, видите, тут загорается красный восклицательный знак. Если на нем нажать, он показывает, что вот у меня в строке 17 он не понимает, что будет. Забираем. Все, ошибок нету.
зеленая галочка. То есть, когда мы в каких-то скриптах, сенсорах что-то делаем, всегда проверяем, обращаем внимание на правый верхний угол. Если у нас здесь восклицательный знак, нам нужно проверить, что у нас не так. Нажимаем на него и смотрим, в какой строке. Вот, к примеру, я сделаю просто дубликат этой строки в скрипт. Прописывать это указывает, в каком файле хранятся наши скрипты. Опять он выскакивает восклицательный знак, и он говорит, что у меня дублирующийся ключ в строке 16. Вот в строке 16 дублируется ключ в скрипт вместе с строкой 15. Удаляем. И у нас здесь все хорошо. Также здесь есть одни интересные моменты, к примеру, какие. Сразу ссылка, вот, Material Icons, это на иконки, которые используются при прописывании интерфейсов, кастомайзов, те иконки, которые применяются в интерфейсе Home Assistant. Ну, в качестве примера покажу свой рабочий инстанс. Вот эти все иконочки, молнии, часики, вот эти градусы Цельсия, это все берется отсюда. Вот огромное количество иконок. Мы можем здесь искать, например, там по слову Power. Вот оно выдало, что подходит, и выбираем какую-то там, например, иконочку. Вот такая есть кнопка, вот есть такая вилка, кнопки, что угодно. Выбираем иконку, Power Standby, и вот это вот название этой иконки мы будем использовать в наших настройках. Но к этому немножко дальше. Что здесь есть еще интересного? Прямо из этого редактора, если вы делаете какие-то изменения, можно вызвать перезагрузку автоматизации. Например, если вы правите автоматизации, прямо отсюда можно их перезагрузить. Скрипты, группы, ядро. Можно даже рестартовать полностью HAS. Вот. Есть команда выполнить shell команду. Это такая команда, как из командной строки из консоли. Здесь есть еще настроечки, которые можно посмотреть, различные. Можно посмотреть здесь вот, горячие клавиши. Все комбинации, которые здесь есть. Здесь большое количество различных. Можете поизучать. Вот. Ну, реально, то, что в реальной жизни используется. Чаще всего, например, это комбинация Ctrl и Slash, которая сразу комментирует все выделенные строки. Причем, как комментирует, так, если закомментированные строки выделить, обратно забирает вот этот значок. Иногда это полезно, когда надо какие-то моменты в автоматизациях, в скриптах быстро закомментировать. Это очень быстро и удобно. Вот, находится он, еще раз напоминаю, теперь появился в дашборде наш аддон. И здесь же, если будут какие-то обновления выходить, здесь же можно будет увидеть, что есть версия уже постарше, можно ее обновить. А мы давайте перейдем к следующему полезному аддону. Одному из тех аддонов, которые я раньше ставил на уровне системы, это Mosquito Broker. Он находится здесь же, еще раз покажу, вот он, Mosquito Broker. Его уже не надо из командной строки запускать и настраивать, просто один клик мышки, запускаем здесь инсталляцию. Вот он поставился, но перед тем, как жать кнопочку старт, спускаемся вниз, и здесь надо его немножечко поднастроить. Вот это у нас штатный конфиг. Нам, во-первых, надо добавить логин и пароль, и вот как он будет выглядеть. В принципе, по сути, все то же самое. Единственное, что я добавил, это вот username и password. Ну, в принципе, можно поставить свои, как угодно. Для того, чтобы можно было коннектиться к этому брокеру. Свой конфиг рабочий, который я здесь покажу, я добавил в этот файлик по установке. В конце вот я сделал новый раздел Update, настройки аддонов, и вот этот конфиг Mosquito Broker. После этого сохраняем. И можно запускать наш аддон. А для того, чтобы наш Hasio Home Assistant знал, что у него есть брокер и знал, как к нему коннектиться, уже при помощи установленного конфигуратора, в основном нашем конфигурационном файле configuration YAML, прописываем путь к нашему уже установленному брокеру. Вот, это будет раздел MQTT. Прописываем брокер Core Mosquito и наш username password MQTT. Вот, для того, чтобы изменения в этом файле применились, напоминаю, нужно перезагружать сервер. Проверяем, что все хорошо. Проверочка у нас уже есть.
И после этого нажимаем перезапустить. После этого наш брокер применяется в систему, и мы можем все наши хотелки с MQTT топиками создавать. Это быстрее, удобнее и главный момент, который дает плюс вот именно использованию аддона, а не внешнего, как я раньше показывал, на уровне операционной системы брокера, в том, что теперь сам брокер, все его настройки и все топики сохраненные будут попадать в снапшоты системы. Те бэкапы, которые делаются, все вот эти вот установленные аддоны, все там участвуют. Это очень удобно и позволяет сохранять все данные. А мы давайте перейдем к следующему аддону, это MariaDB. MariaDB это база данных, которая выступает как замена стандартной базе данных Home Assistant. Она, во-первых, быстрее, и, во-вторых, возвращаясь к тем же снапшотам системы, бэкапам, со стандартной базой Home Assistant бывают некоторые проблемы. Она в ходе работы бывает создает временные файлы, я пока нажму Install, и когда временный файл есть в момент снятия снапшота, он получается неполный, так как этот файл снапшот не может включиться. И механизм дает сбой, потому что видит, что файл есть, но не может его записать, так как этот temporary файл, у него просто не хватает прав записать. С MariaDB этих проблем нету. Если у вас используется MariaDB, то никаких проблем ни с бэкапами, ни с разворачиванием этих бэкапов в дальнейшем не будет. Все будет работать корректно. Ну, давайте, пока вот оно install, ждем, пока оно ставится. Поставилось. Здесь то же самое. Перед тем, как стартовать, идем в наш конфиг. По сути, здесь можем практически оставить этот конфиг. Единственное, что вот я еще добавил такой же пароль has. Ну, может быть, какой-то другой. Так корректнее будет работать. Сохраняем. Этот конфиг тоже я включил в этот текстовый файлик с описанием установки. Вот он есть. И после того, как мы сохранили, базу данных можно стартовать. Ну, для того, чтобы Home Assistant знал, что у нас есть новая база данных, ему, естественно, нужно прописать параметры. За работу, собственно говоря, базы данных, что туда попадает, как хранится, у нас отвечает раздел, который называется Recorder. В своем основном главном конфиге у меня этот раздел вынесен в отдельный файл. Можно сделать точно так же. Это мой основной сервер, он есть на GitHub. Ссылка есть в описании под каждым видео, можно просмотреть. Сейчас я немножко расскажу про то, как настраивается этот раздел. Первым делом нужно объяснить ему, где находится эта база. Пишем строчку db-url. Это у нас MySQL. Вот наш логин, пароль has. Это Core MariaDB, Home Assistant, наша база называется. И здесь пишем UTF-8, это набор символов. Вот еще раз давайте вернемся сюда. MariaDB запустилась. Вот наша база данных Home Assistant, логин, пароль, has. Все есть. И это же мы прописали сюда. Вот, логин, пароль, база данных, куда обращаться и какая база, собственно, ведет. Это, естественно, не все, что сюда можно настроить, и давайте немножко настроим этот раздел подробнее. Следующим шагом можно написать, сколько дней нам хранить данные. Вот, в частности, здесь, например, 1 день, например, там 3 дня. Неважно. Ну, я не вижу, честно говоря, большого смысла слишком долго хранить данные. База разрастается, но если вам надо, можете поставить здесь любой день. При таких настройках база будет хранить все подряд, вообще все подряд. Ну, я не вижу большой тоже необходимости хранить все подряд, поэтому мы можем либо что-то включить, либо что-то исключить, либо то и то вместе. Как это делается? Для того, чтобы показать, что только включать в запись базы данных, мы можем сделать раздел Include. И только то, что в этом разделе Include, когда он объявлен, будет записано, только то будет попадать в базу данных. Например, мы хотим добавить, чтобы сюда попадали абсолютно все свечи, все реле, это выключатели, розетки. Если мы хотим добавить вот именно switch, это называется домен, то есть все устройства, которые называются на switch. Мы добавляем сюда, объявляем здесь домен,
Вот так. И уже внутри этого домена говорим, что мы хотим, чтобы у нас, например, попали все свечи и все светильники. Вот, все, что начинается на switch и на light, будет попадать в базу данных. Вот, можем, например, добавить еще так. Здесь помним, что у нас очень важно вот это вот следование и вложенность. То есть рекордер — это у нас верхний уровень, в него вложена база данных. В то, что вложено в include, еще больше отступа. То есть правила отступов надо очень важно соблюдать. Например, все, что начинается с E-Light. То есть у нас будет попадать в нашу базу данных только свечи, лайты и E-Light. Все остальное попадать не будет. Там можем, например, добавить сенсоры, чтобы попадали. Ну, например, вот мы хотим, чтобы у нас попадали сенсоры в базу данных, но при этом не хотим, чтобы какие-то определенные малозначимые сенсоры конкретные все же туда не попадали. Как это можно сделать? Можно добавить exclude, новый объявить, скажем так, новый раздел. То, что будет у нас в раздел exclude записано, оно в базу данных попадать не будет, даже если оно объявлено здесь. То есть мы, например, хотим, чтобы попадали все сенсоры, кроме. И вот это кроме мы должны объявить уже в виде не как доменов, а отдельных сущностей. Entities — это сущность. И здесь начинаем уже аналогично перечислять сущности, которые мы не хотим, чтобы попадали в базу данных. Ну, например, там какой-нибудь, тут у меня пока сенсоров нет, что-нибудь там придумаем. Сенсором QTT-тест, к примеру, так от фонаря. То есть у нас все сенсоры попадать в базу будут, за исключением вот этого сенсора MQTT-тест. То есть здесь, в принципе, мы можем дать списком все сенсоры, которые мы хотим видеть показания, но при этом нам не важно загружать их данными, их изменениями в базу данных. Вот, например, как это выглядит у меня на моем рабочем конфиге моего рабочего сервера. То есть у меня здесь включены свечи, лайты, бинарные сенсоры и вот огромное количество вот этих вот мусорных сенсоров, которые мне не нужно хранить. Они здесь просто перечислены. Конфиг этого файлика можно посмотреть у меня на GitHub. Вот, соответственно, сделали эту базу. Для того, чтобы применить, нужно перегрузиться. Но перед тем, как перегрузиться, давайте сделаем еще одну интересную настроечку. А именно, вот здесь, где у нас есть разделы, добавим еще один раздел, собственно говоря, сенсоров, чтобы они у нас были объявлены в системе. Вот я показал, что все сенсоры находятся в файлике sensor.yaml. Теперь надо создать этот файлик. Это тоже можно сделать в конфигураторе. Вот здесь, видите, есть новый файл. Имя файла. Окей. Вот у нас появился файлик sensor.yaml. Так как мы его объявили в configuration, все, что у нас здесь будет записано, появится в виде сенсоров систем. Какой же сенсор я сразу предлагаю сделать? Это сенсор, который будет вычислять объем нашей свежесозданной базы данных MariaDB. Итак, это у нас будет сенсор на платформе SQL. Здесь прописываем такой же DB URL, как и в configuration. И здесь у нас запрос, который будет выдавать объем этой базы в мегабайтах. Для тех, кто захочет скопировать в текстовом виде вот этот сенсор, его можно найти в основной конфигурации моего сервера на GitHub, в папочке includes, папка sensor, файлик system.yaml. Вот, собственно говоря, вот этот сенсор. Только DB URL поменяете на, вот, собственно говоря, по такому примеру. У меня он здесь скрыт в файлике секрет, поэтому он здесь не полностью. В остальном это сенсор, это точно такой же сенсор, только здесь вот путь к базе данных в явном виде указан. И давайте попробуем проверить конфигурацию. Все окей, и перезапускаем наш сервер. И надо подождать, пока он загрузится. Перезагрузились, давайте проверим, что у нас появилось. Идем в панель разработчика, здесь у нас есть состояние, фильтры по объектам и набираем сенсор. Вот у нас появился сенсор MariaDB. И сейчас у его значение 0.25. База начала потихоньку уже загружаться. То есть сейчас уже у нас около четверти мегабайта этих данных нет. Этот сенсор мы можем вывести на панель. Вот. Ну, в качестве примера я покажу свой основной инстанс. Вот у меня здесь выводится в виде такой красивой
такого красивого графика, сколько занимает место. Здесь можно посмотреть, какое время, какой объем она занимала. Вот этот сброс, это идет так называемый purge, это сжатие базы данных. Я про purge рассказывал в одном из своих предыдущих видео, как раз когда я рассказывал про интерфейс Lovelace, и там я показывал скрипт purge. Вот он так работает. Так, возвращаемся сюда. Теперь у нас уже есть 3 аддона: конфигуратор, MariaDB, Mosquito Broker. И еще один аддон, который я хотел рассмотреть и немножко показать, как он работает в этом видео, это ESP Home. Зайдя сюда в магазин, мы увидим, что ESP Home у нас здесь нету. Его надо как-то добавить. Как его добавить? Нам надо добавить новый репозиторий вот здесь. Он выглядит как GitHub ESP Home Hassio. Я на всякий случай этот путь сохраню в том же самом файлике Raspberry. Чик, готово. Вот этот путь. Нажимаем «Добавить». Вот у нас появился новый репозиторий. Теперь мы можем съехать вниз. Вот он у нас. И у нас здесь есть 3 версии ESP Home. Стандартный, бета и Develop. Версия для разработчиков. Вот. Ну, ставим стандартный. У нас сейчас версия активна 1.14.2. Нажимаем Install и опять ждем, пока он поставится. Так, вот он у нас поставился. Запускаем его. И здесь тоже есть, что он показать в слайд-баре. Вот. Здесь в конфиге никаких не нужно делать изменений. Здесь оно все по умолчанию. Кстати, если заглянуть в портейнер, вот, то здесь увидим все, что у нас установлено, все в отдельных контейнерах. ESP Home, вот наш конфигуратор, MariaDB, Mosquito, Hassio, Hassio Supervisor, Home Assistant и сам портейнер. То есть каждый из этих аддонов, он в виде отдельно взятого, получается, у нас докер контейнера. Причем ESP Home довольно, видите, объемный, больше гигабайта, поэтому ставится достаточно долго. Итак, вернулись. Вот наш ESP Home, совершенно новый. Как с ним работать, я уже показывал. Единственное, что к аддону есть некоторые нюансы, про которые я сейчас расскажу. Например, сделаем какой-то первый тестовый конфиг. Пусть себе будет, пусть будет везде тест, тест, тест. Тут не важно. Отправляем. Закрываем. Вот у нас появился какой-то тестовый конфиг. Когда мы нажимаем редактировать, вот он начинает кричать 404 not found. Это нормальное поведение ESP Home. Когда мы создаем новый конфигурационный файл, он начинает ругаться на то, что он его не видит. Его нужно просто из консоли здесь перезагрузить. ESP Home. Рестарт. Немножко ждем. Проверяем. Все, он перезагрузился. И вот уже здесь все работает. Здесь тоже, видите, он на что-то ругается. Какие-то, ругается на пароль. Не суть важно. Вот у нас уже доступный наш вот этот файлик YAML. То же самое касается подключения программатора. Вот сейчас его нету. Сейчас я его подключу физически. Подключил, но его все равно нету. Применяем тот же самый метод. Идем сюда. Рестарт и ждем. Так, проверяем. Перезагрузился, видите, и появился уже USB TTL наш программатор Most. То есть запомнили один момент: в любой непонятной ситуации, если у нас аддон ESP Home чего-то не видит, чего-то не может открыть, в любой непонятной ситуации идем в консольку Hassio, заходим в ESP Home и перезагружаем его. Тогда его попускает, он начинает работать нормально. В чем большой плюс аддона, как я уже говорил, все вот эти конфигурационные файлики, все наши настроечки, вся наша версия, оно у нас будет попадать в наш бэкап. Если мы сделаем сейчас бэкап, это все туда же попадет. Если мы захотим, например, перенести эту конфигурацию на другой сервер, поставим там с нуля наш Hassio пустой, перенесем бэкап
поднимем его из бэкапа, у нас все это там поднимется. Все наши настройки, все наши файлы, все наши аддоны, все наши базы данных, все, что там сохранено. Поэтому я рекомендую максимально все, что можно ставить в виде аддонов. На этом все. Надеюсь, информация, показанная в этом ролике, была вам полезна и интересна. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях к этому видео. Если видео вам понравилось, ставьте лайки. Если вы не хотите пропускать новые выпуски, подписывайтесь на мой канал. Дальше будет еще интереснее. До новых встреч!